Здравствуйте, друзья! У нас прогноз для знака зодиака Овен на октябрь месяц. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в октябре. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. И на ней работают на прямых и перевернутых. Но не забывайте, что это расклад общий, но все равно вы здесь можете получить ответы на свои вопросы. Энергия октября, знак зодиака Овен. С какой энергией вы войдете в октябрь из сентября? Что у вас будет происходить в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада и энергии, с которой вы выходите из октября в ноябрь. Первая карта — это у нас энергия, с которой вы входите в октябрь. Здесь у вас ложится фигурная карта, это королева свитков, но карта у вас перевернутая. Иногда она может указывать на разобщение или разделение с умной женщиной, которая имеет очень сильные коммуникативные навыки, или, может быть, работает в сфере маркетинга или коммуникаций. Это может быть друг, член семьи, супруга, может быть, сотрудник на работе. Разделение может происходить из-за расстояния, разрыва, распада или для мужчин, например, из-за развода. Да, карта может показывать на проблемы с или для этого человека. Может быть, карта говорит, что вы или важная для вас женщина может покинуть или потерять рабочее место, связанное с управлением, исследованиями, обучением или общением. И здесь может быть некоторая неопределенность по поводу будущего. Но так как королева свитков является женщиной мудрости, и она очень близка к хроникам Акаши, карта вам говорит: обратитесь к этой своей стороне, и пусть хроники сейчас ведут вас. Энергия первой декады октября. Здесь у вас ложится единица роз. Карта называется Commitment. Commitment, она у вас прямая, это или соглашение, или обязательство. То есть в прямом положении мы видим, что лежит контракт, лежат лепестки роз, и все это освещено солнцем. Когда карта появляется в прямом положении, она может означать, что какой-то ценный союз у вас рядом. Это может быть заключение брака. Также здесь может появиться деловое обязательство, такое как предложение о продвижении по службе, или, может быть, о получении новой работы, или, может быть, возможность сформировать партнерство или создать новое деловое предприятие. Также карта может указывать на подписание других важных для вас документов, таких как, например, продажа, покупка дома или начало новых инвестиций. Но в любом случае эта карта прямая, и она наполнена светом. Она указывает на какие-то хорошие результаты у вас на пороге. Но, как и во многих картах в этой колоде, часть значения относится непосредственно к вам. Карта говорит: если вы хотите, чтобы другие ставили вас на первое место или помогали приносить счастье в вашу жизнь, тогда вы тоже должны делать то же самое. То есть ваш самоуважающий выбор заложит основу для процветания всех ваших партнерских отношений. Вторая декада октября. Здесь у вас ложится второй старший аркан. Это The Akashic Library, это библиотека хроник Акаши. Она у вас прямая. Мы видим огромную библиотеку, в которой очень много книг, информации. Здесь есть лестница вверх, это ваш духовный рост. То есть вы сейчас получили доступ в хроники Акаши, в которой хранится вся информация, опыт, знания, который вам сейчас необходим. Да, здесь сидит мудрец, который готов начинать записывать, может быть, ваши новые хроники.
Но еще на более житейском уровне карта может говорить о написании или публикации вашей книги, может быть, о написании каких-то статей. Кто-то, может быть, сейчас ведет или начинает вести блоги. Но так как это все-таки старший аркан, он говорит, что сейчас у вас время повышенной интуиции, самосознания. Но все, что вам сейчас нужно для получения нужной для вас информации, это углубиться в хроники Акаши, а также написать намерение или поставить себе задачу, что вы сейчас хотите достичь или создать, и что вам для достижения этого нужно сделать. Так как это расклад общий, в этой карте идет информация непосредственно для вас. Подойдите к книгам художественным, выберите любую, на которую у вас ляжет взгляд, откройте на любой странице и прочтите текст. Третья декада октября. У нас здесь ложится сезонная карта, это четверка силы. Карта называется Spring Autumn, то есть это весна-осень, но она у вас ложится в позиции осени. А осень, мы знаем, что это сбор урожая. То есть для вас сейчас возможно большое изобилие. Но вас непременно призовут собрать результат того действия, которое вы предпринимали в прошлом. Ваша карьера, творчество, может быть, какие-то личные проекты, все обязательно окупится. И хотя результаты, которые вы ожидали, будут обязательно благоприятными, все равно не забывайте, что есть усилия как для сбора урожая, так по весне и для его посадки. То есть здесь от вас еще могут понадобиться какие-то окончательные усилия, которые вам необходимо будет предпринять. Поэтому сейчас вам нужно сконцентрироваться над тем, что вам нужно сделать, чтобы завершить вот этот рассматриваемый вопрос. Но, как интересно, у меня свечка начала чадить. Да, это что-то для вас, очевидно, очень серьезное. У меня коптит свеча. Хорошо. Так, да, ну, осень — это урожай, да, урожай — это время пожинать то, что вы посеяли. Поэтому сейчас наслаждайтесь плодами своих трудов. Будь то урожай большой или маленький, всегда выбирайте жить в благодарности. Потому что размещение благодарности в ваших хрониках Акаши привлечет в вашу жизнь еще больше вещей, которые принесут вам еще большую благодарность в будущем. Да, и энергии, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь у вас ложится 18-й старший аркан Up in the Air, это в воздухе. Он у вас прямой. Мы видим, что мужчина и женщина стоят на земле, а у них над головой висит воздушный шар, и в корзинке этого шара что-то находится, а что им с земли не видно. То есть будет какая-то в вашей жизни важная для вас ситуация, и аспекты этой ситуации будут казаться вам скрытыми. Но вы можете соединиться со своими духовными наставниками и с хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но, скорее всего, есть какие-то элементы, которые пока неизвестны и в настоящее время недоступны. То есть слишком много относительно этой ситуации пока еще висит в воздухе. Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решение. Или, может быть, события какие-то еще не произошли. Или, может быть, открытия еще не сделаны. То есть для этого просто требуется время. Но время не имеет значения для вашего высшего «Я», чья сила и любовь всегда с вами. Вот на данный момент, да и вообще навсегда, что вам еще нужно? Это только доверие. И самое глубокое знание того, что то, что вы ищете, будет открыто вами, но в нужное время. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.